Здравствуйте, уважаемые зрители! Издательство ДАЗ опубликовало статью «Пашинян, ты сам агрессор, а не Азербайджан». Это заявил армянин. Он работает водителем. Вот он тут на фотографии, видите, бородатый мужчина обозвал Пашиняна агрессором. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Почти месяц свыше 2000 фур из Армении застряли на КПП Верхний Ларс. Армянские СМИ сообщают, что препятствие искусственное и касается только автомобилей с армянскими номерами. Грузовики с белорусскими, российскими, казахскими номерами беспрепятственно проезжают. Утверждается, что грузинская сторона якобы создает проблемы, в связи с чем водители находятся в безвыходном положении. Отмечается, что правительство Армении абсолютно не интересуется этой проблемой и не помогает водителям решить эти проблемы. В результате многие из них высказались в этой ситуации, которая на самом деле царит в Армении. Вот, в частности, сделал заявление один из водителей, который обрушился с критикой в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна. Виновник всего этого небритый мужик, который сидел в парламенте и крутил четки. Но это про Пашиняна. Он является руководителем страны. Даже депутат говорит ему, что в Ларсе есть такая проблема, жаль парней. И он ничего не предпринимает. Как это можно, сказал он. Водитель напомнил, что спикер надсобрания Ален Симонян был в Грузии, но при этом не пришел на КПП, не дал никакой надежды, что вопрос будет решен. Как так можно игнорировать армянский народ? Пашинян каждый день говорит, что Азербайджан агрессор. Нет, самый большой агрессор это ты. Ты здесь нас убиваешь, не можешь решить ни одной проблемы, уходи. Ты говоришь об экономическом росте, но этот рост для вас, а не для кармана рабочего. Поэтому говорите, тот, кто получает 75 тысяч драм, неграмотен. Я не видел, что этот рост экономики пришелся в мою семью. Вместо того, чтобы двигаться вперед, я двигаюсь назад, нервно кричал в интервью. Видите, водители накалены до предела, стоят фуры, сколько там километров, 2000 фур, пробка, я представляю, сам раньше ездил в Германию, если в пробке стоишь долго, уже до нервов, час, два, три уже, там не поесть толком, не отдохнуть, ничего, вот видите, водители уже на нервах начинают. Пашиняна говорит, ты там уже думай своей головой, что ты там занимаешь кресло, не можешь ничего решить, никакие проблемы, говорит. А мы тут стоим сутками, говорю, у нас там семьи, дети надо кормить. Ситуация, да, в Армении тоже непростая там с экономикой. Ну и вот еще такой есть в Карабахе Артак Бегларян. Там, видите, на фотографии верхней он с Ильхамом Алиевым. Так, видите, он хочет сейчас начать с ним переговоры, то есть Артак Бегларян сделал заявление. Карабах готов к переговорам с Азербайджаном. Представителя Карабаха должен назначить наши власти, заявил Артак Бегларян. Сейчас здесь подробнее зачитаю, вот, что пишет армянское издание «Новости Армении». Власти Карабаха сами назначат своего представителя в переговорах с Азербайджаном, заявил этот Бегларян. В переговорах с Азербайджаном власти Карабаха сами назначат своего представителя. Власти Карабаха готовы к переговорам с властями Азербайджана, но тематика и международный формат являются ключевыми и должны быть определены заранее. Представитель Карабаха будет назначен только нашими властями. У нас есть контакты друг с другом, но только по взаимным гуманитарным нуждам, заявил госминистр Артак Бегларян. Накануне карабахский МИД выступил с заявлением, в котором назвал необходимыми ключевыми составляющими урегулирования Азербайджано-карабахского конфликта полноценный формат переговоров, идущие в этих рамках обсуждения встречи. В ведомстве подчеркнули неприемлемость попыток Азербайджана упразднить статус Карабаха со стороны конфликта, а переговоры представлять как разговор с проживающими в Карабахе армянами и внутриполитический процесс Азербайджана. Я решил почитать комментарии, что пишут там азербайджанцы по этому поводу. Так. Умора, кто с тобой будет диалог вести? Это намек на то, что Ильхам Алиев с тобой никогда никакие переговоры вести даже и не будет, и не собирается, мол. И даже и не мечтайте.
И вот его назвали азербайджанцы, Эмиль Ханкинди, этого Бегларяна, слепой крот. Вот только тебя забыли спросить, Баку с сепаратистами и преступниками они говорить не станет. Или армяне Карабаха будут подчиняться законам Азербайджана, или вас там вообще не будет, второго не дано. Так, понимаете, его даже назвали слепым кротом, дали ему прозвище. Так, где он? Вот. Назвали его, обозвали слепым кротом почему-то. Так, где он тут с Ильхамом Алиевым? Ну, он какой-то, да, такой худенький, маленький, замученный весь. Говорю, и он предлагает сейчас, видите, встречаться. Он будет главным переговорщиком и будет встречаться с Ильхамом Алиевым на высшем уровне. Представил, что он там, как сказать, власть в Карабахе, что они там уже никуда не уйдут. Путин с ними, Путин за нас. Путин еще подбросит миротворцев на всякий случай, 1960 мало, еще 1960, и будете вести с нами переговоры. Иначе ничего не получится. Так, и вот тут еще про Пашиняна. Азербайджанцы стали его называть почему-то трусливый скунс. И снова навонял. В общем, Пашиняна сравнивают с кунсом, а скунс это такой, который все время воняет. И вот, видите, на фотографии скунс такой, вот, такой хорек. И азербайджанцы стали вот тут в комментариях, тут статья есть такая, обзывать, что Пашинян очень похож на скунса. И он снова навонял. А Бегларяна, видите, где он, Бегларян, стали называть слепым кротом, потому что он ничего не видит дальше своего носа. Азербайджанцы тут наехали на него. В общем, вот такие новости Армении и Карабаха. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.